Шприцевание мяса специальным инъектором, шприцем – залог нежности и сочности блюда. Да, с этой формулировкой не поспоришь. А если я вам скажу, что нежную, вкусную, сочную, ароматную куриную грудку можно приготовить без использования данного метода маринования, вы мне поверите? В любом случае, нам стоит проверить. Пока мы не ушли далеко, попрошу вас подписаться на канал и ударить в колокольчик. Да пребудет с нами сочность! Для начала смешаем 30 граммов сливочного масла, доведенного до комнатной температуры, с 2 щепотками соли и мелко нарезанного свежего розмарина. На его месте может оказаться пара ягод можжевельника, также хорошо измельченного. С помощью вилки разомнем масло с солью и розмарином, отставим его в сторону и займемся курицей. Данный способ подразумевает использование куриной грудки на кости. Сперва ее нужно промыть в холодной воде и обсушить салфеткой. Сделать это нужно хорошо со всех сторон. Затем с помощью указательного пальца отделим кожу от мяса, создав небольшие карманы с обеих сторон. Делать это нужно осторожно, чтобы не порвать кожу. Именно в эти карманы мы и будем закладывать масло, приготовленное ранее. Сделать это будет несложно, так как масло мягкое и податливое. После такого своего рода масляного массажа грудка должна отдохнуть в холодильнике в течение 45 минут. Начнем обжаривать грудку на холодной сковороде с антипригарным покрытием, которую поставим на маленький огонь. Нет, вам не послышалось. Это и правда кукарекал петух. А сковорода действительно должна быть холодной. Все дело в том, что медленный нагрев позволит сливочному маслу и подкожному куриному жиру спокойно вытопиться и смешаться вместе. А высвободившиеся при этом сахара и аминокислоты, входящие в состав белков, примут в дальнейшем активное участие в формировании вкуса и аромата. Этот процесс известен как реакция Майера, но не будем о скучном. Спустя 3-4 минуты после начала обжаривания добавим к курице пару зубчиков чеснока в кожуре. Сразу после них сушеная цедра лимона и палочка корицы. Цедра лимона может быть и свежей, без проблем. Еще одним ингредиентом в нашей ароматической основе станет свежий корень имбиря, который мы нарежем прямо с кожурой и закинем жариться в масло. Я также добавлю несколько зерен кофе, пусть отдают свой бодрящий аромат. Важно следить за интенсивностью огня. Процесс обжаривания должен проходить медленно и спокойно. Для поднятия градуса можно добавить стручок перца чили, целиком, предварительно сделав в нем 2-3 разреза. Через них будет выходить капсаицин, отвечающий за его остроту. А тем временем прошло около 5 минут, и мы можем перевернуть грудку для того, чтобы обжарить ее с остальных сторон. Как зажарилась кожа! Просто супер! Перевернем грудку на один бок, пусть постоит на нем и поджарится. Наша задача обогатить вкусом всю поверхность грудки. А вот и еще один компонент – свежая мята. Как же гармонично она дополняет имеющийся ароматический букет. Следующие 10 минут куриную грудку нужно обжарить со всех сторон, постоянно перемещая ее по дну сковороды. Масляный массаж и правильная температура позволили реакции Майера сделать свое дело. Цвет, вкус и аромат этой хрустящей куриной кожи не передать словами. Доводить до готовности куриную грудку будем в разогретом до 160 градусов духовом шкафу, не забыв при этом полить ее оставшимся на сковороде маслом. Оптимальная температура готовности куриной грудки 70-73 градуса Цельсия. Узнать ее можно с помощью термометра, проведя измерения в толстой части филе. Немного копчения щепой, спрятанной под камнями. И, ах да, этот маленький узелок заслуживает отдельного внимания. В этом марлевом мешочке находится перемолотая в порошок сушеная лимонная цедра. Та самая, которую мы уже использовали при обжаривании куриной грудки. Отличная специя для придания цитрусового вкуса, всегда под рукой и хранится долго.
Дав грудке отдохнуть 5-7 минут, отделим ее от кости. Какая она сочная. Немного цедри из мешочка. Сразу же пошел аромат лимона. Крупная морская соль. В данном случае уже знакомая клюквенная. Благодаря правильной методике приготовления куриная грудка осталась очень сочной. Сок так и бежит по рукам. До самых локтей. Подведем итог. Сливочное масло дает дополнительную порцию сахаров и аминокислот, которые участвуют в реакции Майера, вследствие чего куриная грудка равномерно обжаривается, приобретает потрясающий вкус и хрустящую корочку. Куриная грудка на кости должна быть холодной внутри, поэтому перед жаркой мы убрали ее в холодильник на 45 минут. Холодная сковородка в самом начале и низкая температура в процессе обжарки позволяет сливочному маслу и подкожному куриному жиру вытопиться и смешаться вместе. Готовой куриной грудке нужно дать отдохнуть 5-7 минут, прежде чем начать ее резать. Так вы сможете сохранить сок внутри мяса, так как за это время он равномерно распределится из центра по всему объему грудки. Надеюсь, вам было интересно. Жду ваших комментариев. На сегодня это все. Не забывайте подписаться и ударить в колокольчик. Следующее видео будет очень интересным. Пока!